И когда ты уже думаешь, что Геращенко в собственной тупости не сможет превзойти самого себя, он опять тебя ставит на место резко, сочно и говорит: «Я могу». Интервью «Новой газете». Смотрите, сразу же могу подчеркнуть, что я восхищен. Восхищен журналистом «Новой газеты». Потому что Геращенко привык к тому, что перед ним находится планктон. А журналист задавал вопросы. Да и вообще интервью классное. Ну, начнем. Это скинхед, которым двигала ненависть к Украине. Я скорблю. Геращенко, как та послушная собачка, повторяет все, что мы накопали. Мы накопали, что он скинхед. Значит, надо сказать, что он скинхед. Но не обычный скинхед, а ненавидящий Украину. Почему нет сомнений, что заказ поступил из Москвы, спрашивает журналист. Благодаря тому, что телохранитель Вороненкова ранил киллера, его личность была установлена. При нем обнаружено удостоверение бойца-участника АТО. Вот и все. А значит, это российский след, потому что все, кто служат в батальонах, они все пророссийски настроенные. Журналист логично спрашивает. Но это не указывает на российский след. Вы сюда приехали интервью брать или российский след исключать? У меня мало времени. Мне хватает известности и популярности. Одним из тех, кто дарит Геращенко эту прекрасную популярность, являюсь я, ваш покорный слуга. Я вам гарантирую, украинский журналист, пропустил бы это мимо ушей. Так, пророссийский на что указывает? Посмотрите. Он же участник АТО, значит пророссийский. Ну а теперь, в общем-то, самое главное, за что он так ненавидел Украину? Данный гражданин родом из Севастополя, ну а это уже понятно, да? Ему 28, это молодой здоровый парень. Что, все здоровые парни ненавидят Украину или что? Он был пророссийски настроен. Его мать развелась с отцом и переехала вместе с сыном в Днепропетровск. Значит, он уже пророссийски настроен. Он пытался заниматься бизнесом, но сладкая жизнь не удалась. Значит, он пророссийски настроен. Когда ему было 23 года, он попал в розыск. У его родителей были обыски. За что ему было любить Украину? О, нифига себе. То есть каждый, у кого не получилось начать бизнес, каждый, у кого, а это, знаете, у каждого первого не получается в Украине. Каждый, кто находился под следствием, они все ненавидят Украину всем сердцем. Вот и все. Но более того, мало ненавидеть Украину, надо быть еще и пророссийским. Ненавидишь Украину? Пророссийски настроенный. Падла. Из-за чего он находился в розыске? Он находился по мелкому там экономическому делу. Есть 17 подозреваемых. Тут мелочь. Если, знаете, если дело, по которому вы находишься в розыске, мелкое, то, значит, это и не розыск вовсе. Есть мелкий розыск, есть крупный розыск, есть очень-очень крупный розыск. Советнику министра МВД это известно вполне. Ага. Но мы подбираемся к самому главному. Почему его не задержали при пересечении границы? Дело было малозначительное. Опять малозначительность дела влияет на розыск. И понимаешь, тогда ты можешь пересекать себе границу сколько хочешь раз. Но он же границу вообще-то и не пересекал. Это же Геращенко до этого рассказывал. А тут рассказывают новую версию. Версия 2.0. Де юре он никогда не покидал территорию Украины. Если бы он покидал страну, то об этом была бы отметка. Но он уезжал с оккупированной территории Украины. Имеется в виду Крым. То есть он ушел, а потом пришел, да? А выше Геращенко говорит, что он пришел с территории Белоруссии. Пешком пришел. Поэтому отметки не было о выезде, потому что выезжал с Крыма. Ага, понятно. Но, как понятно, знаете, раньше просто Антон Геращенко говорил другую версию. Конкретно он рассказывал о том, что этот убийца ушел в Белоруссию и из Белоруссии потом в Россию. Я намекнул советнику министра МВД Антону Геращенко. У Крыма нет границы с Белоруссией. Про спецподготовку в России вам откуда известно? Хороший ведь вопрос. Мне сразу вам имена резидентов раскрыть? Оттуда. Точка. Это как Штирлица спросить, откуда вы получаете инструкции. Или спросить, как вы почту Суркова взломали. Что вы вопросы такие задаете вообще? На самом деле вот это выражение, что это за вопросы вы такие вообще задаете, выдает раздражение Антона тому, что перед ним сидит не украинский полужурналист с дерьмом вместо мозгов, а журналист российский «Новой газеты», который задает вопросы вполне логичные. Откуда вам известно про эту спецподготовку? Резидентура у меня, хорошо. Твоя резидентура в этой разведшколе сообщает только о тех шпионах, которые уже кого-то убили на территории Украины. Говорит, кстати, Антон,
Он служил тоже вот там вот в спецшколе. А пока они никого не убили, ты ничего о нем и не знаешь. Он может себе приходить, служить в Нацгвардии, все нормально. Убил кого-то, сразу же резидентура. Алло, да? Антон, он тут служил как раз в спецшколе. А украинские спецслужбы не знали про радикальность Паршова? А спецслужбы Норвегии знали, что Брейвик возьмет и расстреляет столько людей? Вот Паршова даже на сайте Миротворец не было. Ой, я вам потом покажу, кто был на сайте Миротворец. Ой. Ну и тут рассказывается, что вообще Паршов был пророссийски настроенный фашист. Почему? Потому что у него свастики. Ну я так махнул. В общем-то, каждый, у кого свастики получается, и кто служит в украинских добровольческих батальонах, это пророссийски настроенные фашисты. Ну, если идти за этой логикой, то знаете как? Майдан совершить тоже помогли, получается, пророссийски настроенные фашисты, да? Так и до хунты докатятся. Это он так начнет рассказывать скоро, что тут хунта какая-то. Почему его не задержали за это время? За то время, пока он там был в Нацгвардии и все такое. Он не выделялся, не попадался на хулиганстве, не попадался во время проверки документов. То есть при поступлении в Нацгвардию он тоже не попался, знаете. Усы, лапы и хвост, вот мои документы. Ну и дальше Антон раскрывает уже свою систему расследования преступлений. Фильм «Идентификация Борна» видели? В нем рассказывается о вымышленной программе ЦРУ Treadstone, которая готовила киллеров экстра-класса. Если нет, посмотрите. Тут четкая формула. Они набирают там тра-та-та, готовят киллеров. Антон в разговоре с российским журналистом ссылается на выдуманную программу, которая рассказана в выдуманном фильме о выдуманной истории, где играют актеры советник министра. Так, мы знаем, что его сообщник на машине Део уехал, когда увидел. Но мы его ищем и обязательно найдем. А мы его уже нашли. Потому что, вот мы обратимся в 2014 год. Активисты потребовали от Порошенко реабилитировать политзаключенных. Вот этот клоун везде делает все, что хочет. В Киеве никто его не задерживает. Комитет по освобождению политзаключенных. Мы требуем тут, понимаешь, Ярослав Левинец. И требуют они освободить Ярослава Левинца, политзаключенного. Чуть позже, обратимся вот к истории, чуть позже было следующее. В 2012 году вот такой человек разыскивался. Левинец, Ярослав. А вот уже Семен Семенченко рассказывает, что надо срочно освободить политзаключенных вообще от любого преследования. Возьму пулемет, пойдут, понимаешь. Ярослав Левинец, посмотрите-ка. Ему предъявили подозрение еще за 2012 год. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот любимый Геращенко и контролируемый Геращенко сайт «Миротворец». И здесь Ярослав Левинец в розыске с 2015 года. Дата исчезновения. Но что самое интересное, что вот этого же Левинца вдруг начали разыскивать 24 марта. Почему 24 марта? Что, по второму разу, наверное, в розыск попал? И этот самый Левинец, которому тоже ничего не помешало отслужить в батальоне Донбасс, опять по-новому в розыске. То 12-го искали, теперь 15-го, теперь вот в 17-го году его вдруг начали искать, понимаешь, именно 24 марта. Это именно он сидел в автомобиле Део. И тут Геращенко надо срочно выдумывать еще одну версию, ну, для внутреннего потребления, для дебилов. Потому что не только того завербовали, не только тот один учился в этой спецслужбе, в спецшколе, но и вот его друг Левинец. Об этом Геращенко завтра или сегодня уже сообщат его резиденты. Увидите. Ну, дальше жуткий бред о том, как тут собирают спецгруппу киллеров из 50 человек. Они спят, потом их выводят из спячки, они едут всех, короче, убивают, всех казнят. Далее он рассказывает следующее. Ну, очень так двусмысленно получилось, что пригласил его в Украину, Вороненкова, Илья Пономарев, сказал ему, давай, выезжай. Илья Пономарев последовательно чистит Россию от путинизма. Вызвав его сюда, потом договорившись с ним о встрече, по сути, ну, невольно, конечно же, Пономарев подставил его под пулю. Таким образом очистил Россию от путинизма. Ну, я думаю, Геращенко сам вообще понял, что он сказал, да? Ну, то такое. А дальше его спрашивают, слушай, Украина готова принимать любого типа мерзкого человека, если он что высказывается против Путина. Чем он мерзкий? Он кого-то убил, по мнению Геращенко, мерзким может быть только убийца. Он был обыкновенный русский деятель. Сначала правоохранитель, потом депутат. Он сказал, что устал жить в страхе. Ни для кого не секрет, что в России все живут в страхе. Российский журналист еще один удар наносит и говорит, что как-то на оппонента Путина не тянул Вороненков.
У вас там в России на кухнях разговоры, как в советское время. Все понимают, что страна катится в пропасть, никакого развития не будет. Закончится нефть, вы все умрете. Короче, дело... А вот у нас-то совсем другое дело. То ли дело у нас, как говорится. Ну и дальше у него уже жидкий бред по поводу того, что там Порошенко тоже хочет стать тираном, но народ ему не дает. Да-да-да. Не дает народ при помощи таких, как Антон Геращенко, который всех критиков власти записывают сразу в пятую колонну в российские спецслужбы, потом арестуют тебя, дадут по печени, и ты расскажешь, у тебя, да-да, на базе ГПУ, короче. Нет, ЧК. Вот, тебе там рассказывали что-то. Короче, когда ты думаешь, что Геращенко не может превзойти себя в своем бреде, то ты ошибаешься. Когда ты думаешь, что украинское МВД не может само себя, короче, обогнать в фантазии и идиотизме, то ты глубоко и серьезно ошибаешься и заблуждаешься. Может. Это нам по силам. Пока.